CFR 2026 года, 13 тысяч евро. Что-то я передавил, 400 ватт. Насколько аэродинамично я сижу на этом велике. Посмотрим, что на Giant будет. На Giant Trinity 21 года. Блум за ним сидел, и Иден пыхтел. На каньоне также было. Доверять этим показателям не стоит. Посмотрим. Bogdan Kovalenko. Just before we started here for the men. Right. Feeling pretty good right now, 400 watts. So I don't know a lot about this athlete. Again, Kovalenko also running really, really well. I see right now on screen. Now just we see Bogdan currently in second place. Всем привет! На связи Богдан Коваленко, тренер по триатлону и профессиональный триатлет на длинной дистанции. В сегодняшнем видео я хотел бы попробовать проехать на своем старом ТТ-велосипеде, Giant Trinity 2021 года выпуска Pro Advance. И также проедем на моем новом велосипеде, это Canyon CFR 2026 года. Это не топовая модель, которая сразу после него вышла, это вот предыдущая. Никто таких обзоров еще не делал, как мы выяснили. Прошлого поколения велосипеды, которые на ободных тормозах, на эксцентриках, 11-скоростные. Очень интересно сравнить его с топовыми моделями, потому что многие бренды пропагандируют, что они усовершенствуют велосипеды чуть ли не каждой модели, и это очень важно менять велосипеды. Так, это Giant Trinity, мой велосипед, на котором я уже 4 года, то есть до каньона я на нем выступал на всех стартах, ездил на топовых гонках. На его счету 4 САП 2 часа на 90 километров на дистанции 73 триатлона. То есть и Блум за ним сидел, и Иден пыхтел. Так что этот вел очень сильный по комплектации, по всем параметрам. Просто он прошлого поколения, у него ободные тормоза, вместо акселей эксцентрики и 11 скоростей. Но также электроника, также установлен бутылка, Ceramic Speed каретка, 160 шатуны, то есть 160 миллиметров короткие. Единственное, что я его сам собирал в течение, наверное, вот всего периода, как он появился у меня. То есть был сначала на механике пару лет, потом перешел на электронику SRAM Red и постепенно менял. Вот в 2024 году поставил новые шатуны покороче, плюс мощеметр, паук Quark Z0. Вот, и каретку на Ceramic Speed. Плюс крутые ручки Adrag 2 Zero, карбоновые, с подъемом рук примерно на 29 градусов, то есть достаточно высоко кисти поднимается и аэродинамично получается. Классный байк, очень интересно его сравнить с топовой моделью современной и посмотреть вообще, есть ли в этом толк менять на супердорогие новые велосипеды или достаточно вот таких, можно сказать, старичков, хотя всего 3-4 года, но он хорош и собран, можно сказать, кастомно. Вся стоимость, наверное, сложно подсчитать, периодически там что-то тратилось, менялось, но в целом он сейчас продается за где-то 5000 евро. Так, это Canyon CFR 2026 года, моя новая ТТшка. Стоимость этого велосипеда, кстати, примерно 13 тысяч евро, 11 заводы, плюс 2000 стоит диск задний. Так что это очень дорогой велосипед, топовая модель. Все детали почти из завода, то есть отдельно ничего не надо было покупать.
Кроме, наверное, шатунов. Систему шатунов я поменял на 160 миллиметров, потому что моя биомеханика так лучше работает, мне так комфортнее. И сегодня мы как раз проверим и попробуем. Я проеду на одинаковой мощности на каньоне, а затем на Giant. И вообще увидим ли разницу, так как комплектующие велосипедов почти одинаковые по посадке, только, наверное, разница в геометрии велосипедов. И стоит ли вообще вот зацикливаться на новых моделях, проверим сегодня на практике. Основное отличие, наверное, у каньона это еще, что аксели вместо эксцентриков, и они спрятаны. То есть вот такое якобы аэро изменение, плюс дисковые тормоза, да, как я уже говорил, и лапка Ceramic Speed, знаменитая, которая стоит почти 500 евро. Вот. Здесь же эксцентрики, которые торчат на Giant, и обычная лапка. Ну, звезда 58-я, здесь звезда 62-я, чуть побольше. Покрышки одинаковые, Grand Prix 5000-е. Ну, здесь еще аэро спереди. Так что почти идентичные, вот только вот ободные тормоза и там диск. Геометрия рамы, конечно, разная. У Giant вот она более такая, она для UCI разрешена. У каньона же это чисто триатлонов. То есть на обычных гонках ТТ не погонять, потому что здесь монодержак. Вот такой, максимально его сдвинул. Здесь же двойные, стандартные, разрешенные по правилам. Вот такой вот Giant, вот такой вот каньон. Леха уже устала. Мощеметры еще здесь Ultegra, это Halloween 2, какой-то шимановский PowerMeter двухсторонний. PowerMeter. Ну, Giant D0, дуб паук, тоже устанавливался в 26 году. У обоих мощеметров 1,5%, по-моему, погрешность, так что мощность будет на тесте одинаковая, думаю, без особых погрешностей, и будет все четко, и будет интересно именно посмотреть данные после 2 заездов. На 12 километров примерно, и посмотрим скорость. Поеду где-то с мощностью своей околопороговой, как на соревнованиях еду, и как сейчас современные гонщики, триатлеты гоняют. Так что где-то 320-350 ватт буду стараться держать. Вот, поехали. Посмотрим. Кольцо это как... Датчик CDA. Придумать, как его установить, тоже тема. Пришлось вот здесь закрепить его. Ну, от лежака просто снять. Чтобы точно измерить CDA, нам нужно датчик скорости, крепится на колесо сам датчик с барометрической трубкой, PowerMeter, мощеметр. Вот в совокупности этих датчиков мы можем наиболее точно определить CDA, то есть сопротивление воздуха, насколько аэродинамично я сижу на этом велике, каньоне CFR. И тут, конечно, трафик, и это тоже влияет на показатели, но я определю какой-то промежуток из данных, 12 километров, например, там 3 километра будет с наиболее ровным показателем, то есть меньше трафика где, и там тоже будут данные, которые можно будет сравнить там с Giant. Измерение пойдет сейчас. Сейчас вот от этой точки Леха поедет на машине, Света меня будет снимать. От этой линии 6 километров в одну сторону, там разворот, и 6 километров обратно. Вот примерно до этой точки, и на заправке будем менять велики, и потом уже тесты, результаты тестов потом уже посмотрим, и я расскажу все. Поехали на сейчас каньон CFR 2026 года.
13 тысяч евро, плюс-минус. Вот. Топовый вел, новый. Посмотрим, за сколько проеду. В жару. 300, наверное, 320-340 ватт буду давить. Постараюсь выдержать. Это где-то 15-16 минут работы. Поехали. Хорошо едется. Конь едет хорошо. Ветерок встречный. Море красивое. Что-то я передавил 400 ватт. Конь очень отзывчивый, конечно. Все давление, которое в педали уходит, оно как будто в скорость переходит. Посмотрим, что на Giant будет. 44 км в час всего. 340 ватт. Но ветер встречный. Хорошо едет. Легко. Сейчас сидей на мотоциклах. Оп-оп-оп, давай, давай. У каньона, конечно, чуть ниже я смог сесть. И как будто более агрессивно получилось. Скомпоновано. 342 ватта. Пульс в жару уже 166. Мой порог был где-то 172. Каденс 96, мощность 340, скорость 40-77, ну с горки едем, температура воздуха где-то 32, и влажно. Сейчас поворот. Надеюсь, никто не помешает его сделать плавно. И 55 километров в час. Мощность та же 340. Каденс 94. Пульс 168. Тяжеловато уже. Жарко. Но из аэропозиции не ухожу. По ветру. В эту сторону по ветру 55, 54 км в час. 340 ватт. Все, почти доехали. Из ТТ-позиции буквально 5 секунд выходил. Так что идеально. Заканчиваю на 170 пульсе, 150 ваттах. «15-26». В ту сторону против ветра, в эту по ветру. Идеальные условия. На заправку.
46,8 средняя скорость, средний пульс 168. В конце хорошо так продышался. Жарко, нагнетает прям. 12 километров. Сейчас меняем велики. И будет интересное сравнение. Let's go. Там типа у всех крутые велики, так все такое, что нормально. Да. Что, типа это просто новые, а тут постарее. В этом только и разница. Так все тоже. Ну, знаешь, когда приезжаешь на соревнования, иногда психологически такой смотришь, а у них новенькие, и ты такой думаешь, Ну да. А теперь оправданий нету. Так, а если такого сравнения никто не делал, ну то есть прошлого поколения велики, да, вот это рама 21 года, мы купили в 22-м, да, ее, и никто же не делал такого, ну то есть все стараются обновить велики, ну типа самый новый купить, да, там у Каньона новый сейчас вышел, следующий. Еще новее. Еще новее. И вот что, стремиться и в новый купить, типа ты выиграешь что-то, вот. Ну, вот такой вот конь против такого коня. Поехали, проверим. 12 километров. Надо быстрее 46,8 проехать. Так, сейчас проедем на Giant Trinity. На Giant Trinity 21 года. Сейчас его стоимость примерно 5000 евро. Так что это топовый байк, но прошлого поколения. Проверим, насколько он отличается по скорости, и с той же мощностью проедем, постараемся, где-то 330-350 ватт. И посмотрим, какое время могу показать на 12-километровом отрезке с одним поворотом и с одним-двумя подъемами небольшими. Также вот установили Notio, то есть тоже измерим сопротивление воздуха, как я немножко позиция отличается, аэропозиция на этом велике у меня. То есть насколько аэродинамичен этот велик по сравнению с Каньоном. Давно на Giant не ехал, совсем непривычная стала позиция. Тяжело прям выдавливать с непривычки. Но так 350 ватт. И позиция вообще отличается. Конь едет так же вроде. Посмотрим. Могу как-то. 350 ватт. 43,6 против ветра. Так. Вроде на Каньоне так же было. На Giant я прям на ногах лежу, вытянут прям вперед. Прям чувствую, что на руках опоры почти нет. Ну, вот такая позиция. Много хороших стартов. Да. Скорость как будто даже выше, чем у Каньона. Вот. Посмотрим. — 49 ватт, 42,5 км в час. Пульс 172 уже. Не знаю. Вроде парами и трансмиссией все работает. Плюс-минус так же, а вот аэропозиция. И другие мышцы вытянуты по-другому, и это влияет на работу. На Каньоне как будто уже привычнее, хотя первые разы я катался, было сложно.
Там рулевая колонка гуляет. Руки ближе ставлю. Ближе к туловищу, ближе к локтям. А здесь вытянут вперед. Геометрия рамы разная. Сейчас эксперимент будет по ветру. Хорошо едется. Сейчас 360 ватт, 171 пульс. Каденс 88, чуть меньше, чем в каньоне. В целом удобно крутить. Вытянуто аэро. Посмотрим, что сидей пока что. Как будто на джайнте спрятаться можно, еще сильнее. Хотя мне казалось, что каньоне хорошо. Во рту все пересушено. Ужас. Тепло уже, 10 утра. Как будто в бане. Ну ничего, 350 ватт так держу. Кинет 53 км в час, 344 ватта. Пульс 175. Ну, второй раз еду. Нагрелся сильно. Быстрее! На 1 секунду быстрее. 15-25. Сейчас по ваттам проверим, что там. Ну, где-то на 1 секунду быстрее все-таки на джайнте. 15-25 где-то. Короче, так. Ну, да, идентично. Что там еще развороты, что здесь была заминка? Заминка была, но я на стоп поставил. На 2 секунды, ну, секунду 2. Короче, так же. Да. Но на нем другая посадка совсем. И мне, ну, непривычней было, и тем самым я прям уставал. Ну и жара, да, я со второго раза я прям все высушил. Ну, в общем, идентично, да, почти можно сказать. То есть, да. Ну что, мы вернулись с полевых испытаний, можно так сказать, и можем более подробно посмотреть результаты. Giant на 12-километровой дистанции проехал за 15:26 с мощностью 344 ватта и скоростью 46,7 км в час. Canyon проехал за 15:25 и с средней мощностью 346 ватт. Результаты можно считать идентичными, потому что многие факторы складываются, это не лаборатория, то есть можем сказать, что никакой разницы нет. Но также мы измеряли CDA, и по результатам CDA я выбрал участок наиболее ровный и одинаковый, там участок от 2,5 до 5,6 километров. Вот он. У Giant получилось примерно CDA 0,259, у Canyon на том же участке получилось 0,273. То есть
Как будто Notio намекает и в течение всего промежутка вот замеров, что на Giant я просто сижу лучше. Понятное дело, я на нем много лет, а на каньоне всего пару месяцев. И даже, казалось бы, я на каньоне сел оптимально и идеально, мне казалось, но Notio говорит об обратном. Думаю, что доверять этим показателям не стоит, потому что без калибровки делали, и с велосипеда на велосипед ставили, на Giant он в другом месте стоял, и это могло сказаться на показателях. Также трафик и тому подобное. Но в целом тенденция Notio показывает, что на Giant я сижу аэродинамичней. Может, по кадрам тоже вам так показалось, пишите в комментариях. И результаты получаются, что какой бы технологичный велосипед не был, какой современный, новый, всегда важнее сесть на нем именно гонщику. Гонщик плюс велосипед равняется быстрая скорость и быстрые результаты. Также хотел поблагодарить Механика Team. Это команда, за которую я выступаю с этого года. И без их поддержки, конечно, этого видео бы не состоялось. Вывод такой, что важнее тренировки, нежели технологии. То есть можно выиграть гораздо больше и вкладывать и энергию, и силы, и деньги лучше в качественную подготовку. Поэтому, если у вас есть желание, то пишите, помогу в подготовке и добьемся поставленных целей вместе. Так что приходите на тренировки и всем хороших тренировок. Пока!